Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал. Кофе сделал, плиты включил, погнали готовить завтрак. На завтрак сегодня приготовлю овсянку, фасоль в томате, затем пойдут отварные яйца и сделаю омлет конвертом с сыром, луком и томатами. Плюс ко всему еще бекон с сосисками и круассаны. Давненько их не давал. Мы сегодня вообще должны были быть в порту. Но вчера так кидало, что просто капец. И нам пришлось ждать хорошую погоду, чтобы закончить работу. Потому что даже к вышке не могли подойти. С ума сойти. Плюс еще провизия должна приехать. Плюс еще инспекция, когда в порт придем. Ну, как сказать, инспекция. Приедет проверка с компанией. Поспрашивают, как у нас тут работа. Все ли у нас нормально. Что у нас по безопасности. Ну и по остальным нюансам. То есть приедет человек просто с компанией проверить, как мы работаем. Ничего такого. Ну, ничего такого, если ты знаешь свою работу. Подготавливаю омлет, разбиваю яйца, нарезаю лук, нарезаю томаты и буду обжаривать. Так, что мы делаем? Выливаю омлет. Так вот его расправляю. И на одну половинку так вот лучка, помидорок. И сейчас еще добавлю сыр, потом он чуть подрумянится, и я его заверну. Вот так вот сыр. И все. Оно как раз на средней температуре будет снизу поджариваться и сверху так подходить до готовности. Потом мы его перевернем, он получится сочный внутри, не сухой, не зажаренный. И тем более еще и сыром, с помидором, с лучком. Все позавтракали, теперь приступаю к приготовлению обеда. На обед сегодня будет гороховый суп со свининой, гуляш с макаронами и соусом песто, также треска с овощами и на гарнир рис. Я подготовил уже говядину, нарезал ее, залил водой, так чтобы вода не покрывала мясо сильно и оно тушилось, потому что мясо жесткое, должно хорошо протушиться, как раз оно к обеду будет готово. Плюс налил воды, закинул туда свинину, сейчас она выкипит, поднимется пена, я ее сниму и затем уже засыплю горох. Буду проваривать, я его не замачивал, покажу, как я обычно варю из-под ножа гороховый суп. И вы меня спрашивали насчет оборудования, что тут у нас по оборудованию. Давайте покажу, пройдемся, вот начнем с пароконвектомата, фирма Хойнё, вот такая вот. С этим пароконвектоматом я работаю второй контракт, обычно это Unox, либо Rational. В принципе, ничего сложного. Есть смена языков и настроить его под себя, там, как вы хотите. Тут можно режимы выставлять и так далее. Тут есть промывка, то есть он нагревается, паром обдает полностью пароконвектомат. Затем пишет тебе, когда залить химию. Заливаешь химию для духовки, ну, опрыскиваешь его изнутри, закрываешь, нажимаешь продолжить, и дальше он уже выполняет дальнейшие действия, после чего пишет тебе: промойте пароконвектомат. У меня есть тут шланг с кипятком, я ее промываю,
Опять закрываю, заканчиваю промывку и затем уже протираю его, чищу и так далее. То есть очень просто, не во всех есть такая функция, но чаще всего она присутствует. Также функция просто горячий воздух, то есть обычная духовка, затем духовка с паром, отдельно пар, и дальше уже по режимам можно включить расстойку теста, можно быстрый прогрев, быстрое охлаждение, ну и так далее. Там, то есть мойка, опять все повторяется. Также тут присутствуют режимы приготовления, которыми я вообще не пользуюсь. Сейчас я вам покажу, где они здесь. Где-то они здесь. А, вот. То есть можно выбрать разные программы для говядины, баранины, рыбы, свинины, курицы, хлеб, морепродукты, десерты, овощи. То есть это все настраивается, там выставляется определенное время. Этим я не пользуюсь. Потому что я привык работать так, что не везде на судах есть профессиональное оборудование, пароконвектоматы и так далее. Бывают обычные духовки вот такого плана, там где просто ты выставляешь температуру, вот, включаешь ее, и она, во-первых, очень долго разогревается, во-вторых, если, допустим, надо приготовить курицу, к примеру, там, да, четвертинки, то это 200 градусов 30-40 минут, хотя здесь при 180 жар-пар это буквально 30 минут займет, и она будет с хрустящей корочкой, прям сочная, нежная внутри. Пар, он сокращает время приготовления разных блюд и оставляет их сочными. Поэтому я не опираюсь особо на оборудование, и именно поэтому чаще всего я все готовлю на глаз. То есть я знаю, какое мясо уже готовое, какое там курица, свинина, говядина, когда она уже готовая. Плюс ко всему у меня есть термометр, который позволит мне убедиться в том, что оно действительно готовое и нужной мне температуры. То есть оно может быть либо медиум, если это говядина, да, я ее там запекаю, и убедиться, что свинина точно приготовилась, там, если, допустим, запекаю большой кусок. А также, если ты, допустим, работаешь на определенной духовке, либо пароконвектомате, ты уже знаешь, сколько, какое мясо нужно закидывать туда, на который час, на какую температуру, и ты уже это делаешь на автомате. Плюс ко всему, если ты приезжаешь первый раз на судно, ты не опираешься на время какое-то, на определенную температуру, ты опираешься только на готовность блюда, поэтому ты делаешь это все заранее, и отталкиваясь от этого, в следующие разы ты уже готовишь по как бы этим шаблонам. Переходим дальше. Здесь у нас плита. Так, плита, стоят конфорки электрические, нагреваются эти очень быстро. Не везде нагреваются они быстро. Бывает, займет это 15 минут, бывает полчаса, бывает час. То есть тоже зависит от обслуженного оборудования, или это будет старое оборудование, или новое и так далее. Вот эта стационарная плита. Она удобна, если, допустим, нужно готовить в больших объемах какое-то блюдо, либо там жарить, например, на ней какие-то отбивные, там, рыбу в панировке и так далее. Либо большой объем овощей. Здесь я ее вообще не использую. Во-первых, она проржавела. Да, ее можно восстановить, ее можно почистить хорошенько, прокалить. Но если ее не использовать, она дальше поржавеет, и это как бы уже лишняя трата времени, скажем так. Дальше идет фритюр. Тоже он не везде есть. Бывает, он присутствует, бывает, ты просто берешь какую-то кастрюльку, заливаешь масло и готовишь в ней блюдо во фритюре. Здесь выбираешь температуру, какую тебе необходимо. Эко-режим, он как бы разогревает ее, включаются не все тены. Фрай включаются все тены, чтобы во время того, как ты закинул какой-то из продуктов, например, ту же мороженую картошку фри, да, ты ее закинул, чтобы масло не остывало, а держало температуру, ты включаешь режим фрай. Открывается краник, это все сюда сливается, потом это все разливается по баклажкам и сдается на берег. Вот таким образом это все работает. Здесь выставляется таймер, если необходимо, допустим, на приготовление какого-то
какого-то определенного блюда, если указано на упаковке, сколько его нужно готовить, вы себе выставили таймер, и когда будет блюдо готово, оно себя прозвенит, и вы не паритесь. Кухонный комбайн тоже, он не везде есть. Если он есть, и есть на него насадки, вообще просто must have. Потому что сокращает время, допустим, нарезки капусты, овощей разных, либо масло я делаю с чесночком, тоже перебивается. Есть разные насадки, есть разные кольца, ножи. Это все очень удобно. И как бы почему бы это не использовать, если оно есть. Фирма Bosch. Модель не знаю, но если, допустим, хотите такой найти, очень удобный, практичный, работает прям замечательно. Забейте просто Bosch, кухонный комбайн, и он вам выдаст эту модель. Ну, по виду там она одна вроде. Планетарный миксер Kenwood. Тоже присутствуют насадки для теста, весло, также венчик, также многое другое. Есть здесь мясорубка, есть здесь емкость для блендера, но насадки блендера именно нету. Также есть погружной блендер. Его я очень редко использую, но он есть. Тестомес. Это просто бомба. Варимиксер Бир. Обалденный тестомес. Маленький, компактный, то есть есть намного больше они. Этот вот прям в самый раз для того количества экипажа, который у меня есть. Хлеб вымесить, какой-то там десерт, тесто на пиццу и так далее. Просто работает бомбически. Вы его включили, выбрали режим, то есть точнее выбрали скорость, которая вам необходима. Включили, закрыли, насадку вставили. Обязательно все должно быть закрыто, то есть это закрыли, это опустили, насадка стоит, допустим, вы включили, все, погнали. Он пошел крутить, месить, мешать, вымешивать и так далее. Захотели паузу, поставили паузу. Захотели продолжить, продолжили. Когда открываете защитную решетку, то он ставится на паузу. Опускаете защитную решетку, нажали play, он пошел дальше вымешивать. И так далее. Если опустить, он остановится. Там есть фиксатор, который держит емкость. Так что за этим тоже надо следить, чтобы во время работы эта емкость просто не вылетела. Поэтому лучше перестраховаться, лишний раз посмотреть, все зафиксировано, либо нет. Пальцы туда сувать не надо, руки тоже не надо запихивать до полной остановки. Ну, по поводу посудомойки вы в курсе. С Ламбер я работаю второй контракт. Обычно были другие, не вспомню, как они называются. Если найду, вставлю фотографию. Ты себе закинул туда, допустим, таблетку для посудомоечной машины, сполоснул от еды посуду, выставил, закрыл, она включилась. После того, как она все помоет, она выключится. Это будет сопровождаться характерным звуком. И вы ее открываете. Тут есть фиксатор, чтобы она просто так не открывалась сама по себе во время качки. То есть, чтобы ее открыть, надо будет оттянуть этот фиксатор и поднять. Сейчас закину посуду и покажу вам более детально. Все, берем таблетку, капсулу, просто ее закидываем и просто опускаем. Вот так вот она опускается. Все, пошла работа. Она промывает сверху, снизу, в конце она обдает паром, и посуда готова, чистая, красивая. Вот, а затем, когда она все помоет, надо будет оттянуть фиксатор, вот этот замок, и поднять. Чаще всего почти на все судовое оборудование есть мануалы, то есть вы можете их найти, почитать, как пользоваться, либо чаще всего есть интернет, забили эту фирму, не знаете, как ей пользоваться, в интернете миллион информации о том, как тем или иным оборудованием пользоваться. Вы себе приехали на судно, там первый раз связываетесь с каким-то оборудованием, сфоткали название, забили в интернете, посмотрели, так, разобрались. Ну, тут, в принципе, если вам надо, допустим, какой-то там режим мойки найти, либо что-то такое сверхзаумное, а в остальном, ну, все просто элементарно. Допустим, вот смотрите, надо выбрать температуру.
мы там выбираем, да, жар-пар. Вот. Это температура, которая нам необходима. Здесь фактически температура внутри. То есть мы себе ставим, вот кнопочки есть, бывает сенсор, бывают рычаги. Мы себе выставляем температуру, которая нам надо. Я готовлю почти все на 180 градусах. Время я убираю и включаем. То есть тут выставляется жар-пар. Вот пишется, дверь открыта. Закрываем дверь. Все, пошел разогрев. Фактическая температура внутри, необходимая нам температура. Здесь соотношение пара и горячего воздуха. 50% пара будет. То есть это тоже можно выставлять, ставить больше пара, ставить меньше пара, больше жара и так далее. Ну и все. Когда она разогреется, здесь будет 180 градусов. Потом вы себе открыли, поставили и закрыли. Как-то так. Но запомните, самый главный инвентарь повара — это его руки и голова. Потому что руками ты сможешь работать с любым инвентарем, с любыми местными ножами. Потому что если ты начинающий повар, у тебя нет своих ножей, тебе придется работать с тем, что есть. А на судне не всегда хорошие ножи. Это может быть обычный классический Victorinox, может быть Tramontina тоже обычный классический. Поэтому ты его должен будешь взять, подготовить под себя, наточить, выровнять, вывести и так далее. Не всегда есть экономки на судне, чаще всего это маленькие обычные ножи. Повар судовой — это человек, который включает смекалку и адаптируется к ситуации. Это смесь шефа, кондитера, горячника, холодника, заготовщика, мясника. Ты должен делать все, тупо все, и еще и посуду мыть, да. С одной стороны кажется, что это прям нереально, что это очень сложно, как я все успею. Поверьте, это не так уж сложно, когда вы распределяете свое рабочее время. У вас на работу есть целых 12 часов. А до этого у вас есть еще целые сутки, чтобы продумать следующий рабочий день, сделать те же заготовки, например, достать заранее и замариновать мясо, разобрать его и так далее. Все зависит от вас, от ваших навыков, от вашей смекалки, то, как вы будете реагировать на экстренные какие-то ситуации, какие-то неординарные тоже случаи бывают. Бывает такое, что да, бывает, что что-то разбилось, что-то перевернулось, что-то высыпалось. Надо это быстренько либо переделать, либо добавить, допустим, какой-то другой продукт, чтобы увеличить объем. То есть ты должен как бы отталкиваться от ситуации, ты должен все анализировать, ты должен всегда иметь какой-то запас, либо на всякий случай какой-то продукт, который выручит тебя в непростой ситуации. Поэтому я мариную, допустим, мясо заранее, разбираю его заранее, делаю заготовки заранее, в свободное время. Ну и понимаете, таким способом ты как бы определенный вот процесс приготовления блюда ты растягиваешь на несколько небольших этапов, которые позволят тебе подвести все приготовление какого-то определенного блюда под определенное время. И ты не будешь делать вот весь процесс от и до, сразу вот за час до приготовления, за час до выдачи. Нет, ты должен его разбить на процессы, там разборка, маринование, гарниры. Это все ты можешь подготовить. Ты же можешь правильно заранее его замариновать. Ты можешь, допустим, заранее нарезать овощи. Ты можешь заранее подготовить какой-то продукт, который в дальнейшем ты добавишь до основного блюда и доведешь уже это все до вкуса. Но единственный маленький нюанс: не надо готовить это все прям до готовности за 3-4 часа, а то и вообще там ужин готовить на завтрак и просто его откладывать потом разогрею. Нет, это уже как бы чересчур, и у вас получится не готовое вкусное сочное блюдо, а высушенная какая-то резина или так далее. Это так никто не делает. Надо делать все, подводить под время выдачи. Вот это главное. Просчитать так, чтобы готовое блюдо у тебя было четко под время выдачи, под прием пищи, а не за сутки, либо за 5 часов и так далее. Тоже маринад — это такая тема, что оно не должно перемариноваться, правильно? Не надо рыбу мариновать за 2 суток.
Не надо, допустим, если вы делаете маринад на киви, держать его больше 2 часов. Потому что это будет уже невкусно, рыба перемаринуется, это уже будет малосольная рыба. Свинину будет уже кислота от киви разъедать и так далее. Вы должны это тоже, такие маленькие нюансы, но учитывать все-таки. Но самое главное, если вы едете в первый свой контракт, а еще и, допустим, помощником повара, стюардом, эсбоем, забейте. Вообще не заморачивайтесь. Подготавливайте себе на будущее рецепты. Не надо нервничать. Вы приедете, повар вам все объяснит, все расскажет, все покажет. Просто самое главное — это находить общий язык с людьми. Вот это вот самое главное критерий. Потому что если вы не будете уметь работать в коллективе, то вам будет сложно находиться на судне, работать вообще на судне и так далее. Потому что люди все разные, взгляды на жизнь у всех разные и так далее. Поэтому вы должны как бы не то что слушать всех и делать все, как все скажут. Нет, у вас должно быть свое мнение, но без конфликтных ситуаций. И люди должны подстраиваться в некоторых ситуациях под вас, а в некоторых ситуациях вы должны подстраиваться под людей, допустим, ну, потому что вы повар и готовите вы для экипажа. Но самое главное, не парьтесь. В этом нет ничего сложного, это все приходит с опытом. Вас научат, вы придете, у вас это все будет впервые, вам все покажут, вам все расскажут. Если вы, допустим, едете стюардом, эсбоем, то главная ваша задача — это помогать повару, делать то, что он вам скажет, делать заготовки, накрывать на стол, убирать со стола, мыть посуду, мыть палубу, мыть и помогать, то есть, по сути, делать заготовки, мыть и помогать. А поварство, оно придет с опытом, главное желание, главное свободное от работы время пробовать что-то, изучать рецепты, изучать техники приготовления, изучать разную информацию, смотреть на разных поваров, шефов и так далее, брать что-то для себя, потому что кулинария, она по сути везде одинаковая. Смешать разные ингредиенты, заправить их специями, чтобы получилось вкусное блюдо. В этом как бы ничего сложного нет, так что работать и готовить может каждый. Главное желание. Лампочки перестали мигать, они начали просто гореть, поэтому мы отдергиваем замок, поднимаем, все, посуда помыта. Смотрим, шикарно. Все вымыто, все чистенько, все горяченькое, с пылу жару, скажем так. Поэтому можно протирать и выставлять. Тут я уже снял часть пены, шума, свернувшегося белка, снимаю оставшуюся часть и буду уже засыпать горох. Гуляшек тушится, все замечательно. Все, промыл, засыпал полкило гороха где-то и оставляю дальше вариться. Я его не замачивал, буду так проваривать. Времени у меня достаточно, поэтому пусть себе варится. Получится нажористый, вкусный гороховый супчик. А пока буду заниматься заготовками. Начищу лук, морковку, картошку для дальнейших блюд. Так, я все начистил. Сейчас буду нарезать лук и морковь на суп. Также бекон с завтрака я буду использовать в суп. И нарежу 3 луковицы на гуляш. Нарежу их такими небольшими кусочками и закину к говядине. Также буду нарезать картофель. Смотрите, у меня горох уже разварился. Уже хороший горох попался. Говядину сейчас достану, нарежу. Если горох у вас не разваривается, добавьте буквально чайную ложку соды. Ну, смотрите осторожно, потому что будет все активно бурлеть, появляться пена и так далее. Поэтому с этим осторожнее. Постепенно по чуть-чуть добавляйте, перемешивайте, он разварится моментально. Так, приступаю к нарезке и буду закидывать все в суп. Так, смотрите, морковку, лук и картошку нарезал такими вот кусочками. Это все сразу закидываю в суп, пусть оно варится. Я буду делать примерно крем-суп, то есть оно должно полностью все развариться в кашу. И перебивать я его не буду, вот именно таким методом будет приготовлен суп. То есть он будет развариваться,
все ингредиенты максимально будут мягкими, и за счет этого получается такой около крем-суп. Так как свинину я уже достал, я ее нарежу кубиками, то есть она будет тоже кусочками. И плюс бекон еще будет кусочками, а все остальное будет полностью разваренное. Лук на гуляш нарезал, а теперь... Нет, стоп. А ты подписался на канал? Спустись, нажми кнопку подписаться и поставь лайк. Погнали готовить. Добавляю лук в гуляш. Говядинка отлично протушилась. Добавляю лук. Это все перемешиваю, затем еще добавлю томатную пасту. И в конце уже буду заправлять. А пока дальше тушим говядину. А ты подпишись. Посмотрите, какая красота. Просто погода шепчет. А я уже подготовил овощи под рыбку. Нарезал цукини, перец сладкий, черри и лук. Сейчас это все замариную, соевый соус, паприку добавлю, чеснок. И в духовку на 180 градусов буквально там 10-15 минут. До полуготовности доведу, а затем уже буду выкладывать сверху кусочки рыбы и допекать уже в конце перед подачей. Получится очень сочно, очень вкусно. Аромат овощей, этот вот сок, который выйдет с них, и плюс это все смешается с рыбкой. Обалденно. Так, гуляшек уже разварился. Добавил туда томатную пасту, орегано, базилик и немножко тимьяна. Также добавлю сейчас чесночок, соль, перец. И немного сахара добавлю. Плюс соус вот этот вот Worcester. Многие спрашивали, что это за соус. Это соус Worcester. Вот так вот. И все, это все перемешиваю. Сейчас добавлю еще раз, повторюсь, сахар. И можно снимать. Она, посмотрите, вообще растушилась, нежнейшая стала. Просто бомба. Так, что тут у меня? Сейчас буду делать тортик с бисквита. Мой бисквит сделал такую желейку. Будет прослойка. Плюс у меня тут ванильный соус. Вот такой вот десертный. Он не сильно концентрированный, поэтому он не будет горчить. И им смажу бисквит. Разрежу и каждый слой смажу этим соусом. Плюс добавлю варенье, а сверху все покрою взбитыми сливками. Можно нарезать. Сейчас срежу немного верхушку, чтобы было все ровненько и красиво. Вот так вот. Ее я не выкидываю, я ее буду использовать на пирожное картошка. Это все дело смазываю, чтобы оно хорошенько пропиталось. Добавить еще вкуса, аромата. Так, отлично. Теперь беру ежевичное варенье. Вот сюда его. Класс. Затем надо достать эту красоту. Смотрите, все отлично застыло. Надо это все аккуратненько выложить, чтобы оно не лопнуло, не поломалось и так далее. Я это сейчас сделаю вот таким образом. Так. Опа!
Все, смотрите, красота. Лишнее надо сейчас срезать. Еще варенье. Чтобы оно уже пропитало верхний корж. Все, смотрите. Красота. Теперь осталось взбить сливки, это все красивенько намазать и поставить в холодильник, пусть оно пропитывается до обеда. Как-то так. Все, закинул мясо, бекон, заправил соль, перец, чеснок, добавил зеленухи. Можно попробовать теперь. Просто отвал башки. У меня, кстати, есть рецепт подробный на канале, так что оставлю ссылку. Переходите, смотрите и готовьте восхитительный гороховый суп. Рыбу разобрал, заправил соль, перец, оливковое масло. И сейчас достану овощи из духовки и буду выкладывать сверху буквально на 3-5 минут, 180 градусов, и будет шикарная сочная рыба на подушке из овощей. Так, вода на пасту закипела, маслечко, буду варить фузили, закидываю, передвигаю. Перемешиваю и засекаю 11 минут. Так, отлично. Теперь достаю рыбу. Посмотрите, какая красота. Во-первых, она сочная, упругая, не сухая, плюс еще с овощами. Просто шикардос. Просто шикардос. А как быстро готовится? А? Вообще считанные минуты. Салат сегодня пекинская капуста, курица, помидоры, кукуруза консервированная и салатная заправка на основе йогурта. Рис готов, паста готова, смешал ее с соусом песто. Дополнительно дам еще пармезан. Выкладываю гуляш и полетели. Ну шо, как? Давай. Супец хорош. Бомба. Гастрономический экстаз. На здоровье. Спасибо, дорогой. Сейчас еще гуляш. И макарошечки. И макарошечки с песто. Да пармезаном. Тортик. И тортик еще. Хороший ты человек, условно. На здоровье. Торжественно вскрываю торт. Ниши-ша себе, там и желе какое-то. Да, Бомба. Ну, надо есть. Здоровье. Very good. The beef delicatne. Cool. Together with rice. This is also like I eat this cakes by ice. Albo wina, beef. Delikatna. If you got good. Нежно. Все, все поели. Теперь буду замываться и на перерыв до 3 часов. Так, уже 3 часа, поэтому делаю кофеек и приступаю к приготовлению ужина. Замариновал вчера ребрышки, соевый соус, чеснок, паприка, розмарин и тимьян. Сейчас выкладываю их на противень и буду запекать на 180 градусов, жар-пар, примерно около 2 часов. Как раз получится мягкие, нежные и сочные.
Пока ребра пекутся, я подготовлю остальные ингредиенты для других блюд. Напомню, что сегодня на ужин ребра с жареной картошкой и грибами. Также куриный паприкаш с кускусом. Буду нарезать куриное филе, картошку, сладкий перец для паприкаша. И дальше покажу, что буду с этим делать. Так, подготовил я все ингредиенты. Это пойдет на картошку, это пойдет на паприкаш. Паприкаш вообще венгерское блюдо и считается диетическим. Готовить его вообще элементарно. Главный ингредиент это, ну, если, допустим, классический паприкаш с курицей, то это курица, паприка и сливки, либо сметана. В разогретое масло высыпаю курицу и обжариваю до золотистой корочки. Все, обжариваем до золотистой корочки, затем вынимаю, буду обжаривать в этой же кастрюльке лук и сладкий перец. А пока буду нарезать картошку. Картоху я готовлю таким образом. В первую очередь у меня идет лук, я его обжариваю до золотистого цвета, затем закидываю картошку, перемешиваю, чтобы лук снизу не горел, и обжариваю, чтобы картошка получила золотистую корочку обязательно. И ее нельзя часто мешать. Понятное дело, что надо готовить ее на среднем огне, чтобы она слегка подрумянивалась, слегка прожаривалась. Вы ее перемешали, оставили. Потому что если вы будете ее часто мешать, то она просто поломается и превратится в кашу. Поэтому картошку часто мешать нельзя. Это главное правило. И второе главное правило — это солим в конце, потому что она превратится в кашу так же само. Так что я ее обжариваю. Сначала лук, потом картошку, а в конце добавлю уже грибы. И буду накрывать это все крышкой, если она еще не доготовится. Если она доготовится, то крышкой накрывать не обязательно. Так, курочка уже подрумянилась, поэтому можно ее перекладывать в миску. Затем добавлю еще масло и буду обжаривать здесь лук и сладкий перец. А с этим луком на картошку ситуация следующая. То есть вот до такого состояния я его обычно дожариваю. Слегка больше, еще чуть-чуть подержу. Вот такой золотистый цвет должен быть у всего лука. Вот. И затем буду добавлять уже картошку. Здесь все достаю. Добавляю немного масла. И высыпаю сюда лук. А перец добавлю потом, потому что он даст влагу. Нам надо, чтобы лучок поджарился. Все, я обжариваю так же само до золотистого цвета. Сюда можно закидывать картофан. Как раз. Все, перемешиваем. Вот так вот. И оставляем. Теперь перец. Послушайте. Просто прелесть. Там жарится, там шкварчит. Ну, шикардос. Музыка души. Так, обжарил 5 минут, закидываю курицу. Добавляю паприку. Соль, перец. До вкуса еще буду доводить потом. Это все хорошенько перемешиваю. И затем буду добавлять сливки. И тушить еще 5-7 минут.
Плюс еще чеснок добавил. Вот такая красота в результате получается. Ребрышки просто бомбические. Картофан уже готов, сейчас буду заправлять и добавлю еще сливочного маслечка. Так, сливочное маслечко, вот так вот его вниз отправляем. Солим хорошенько. Перемешиваю и буду выкладывать. Сюда даже не буду чесночка и зеленушки добавлять, потому что это уже просто отвал башки. Кускус обычно я запариваю. Если, допустим, он крупный, то 1 к 1,5, то есть 1 стакан кускуса, 1,5 стакана кипятка. Если он мельче, если он вот такой вот прям мелкий-мелкий, то я беру почти 1 к 1. То есть у меня тут пол чашки кускуса, и я беру где-то чуть больше половины, этого будет вполне достаточно, потому что он и так мелкий. Затем берем вилочку и вот так вот его распределяем, размешиваем. Я его еще предварительно посолил, поперчил. Так, теперь берем крышку и накрываем на 5-7 минут. Затем опять вилочкой перемешаю его, чтобы он был рыхлый, и буду подавать его. Вот такой вот незамысловатый интересный ужин получается. Все поужинали, просто за полчаса умяли все. Говорят, что еле встали со стола. Так что, друзья, буду замываться, мыть палубу, мыть посуду. Подготовил уже продукты на завтра. Так что всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте про подписку, ставьте лайки, пишите ваше мнение в комментариях. И до встречи в новом ролике. Пока.